Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс. Что скоро произойдет? Какие события или поворот событий ожидает ваш знак зодиака в июле? Давайте с вами узнаем. Возможно, это и с неожиданностями некоторыми будет связано, как информация, которую мы даже, допустим, слышим в средствах массовой информации на каком-то общем уровне. Или это будет связано с решением конкретного человека. Может быть, и вы, мои дорогие козероги, тоже на что-то решитесь, и для вас это будет неожиданно. Почему вот эти неожиданности могут быть? Уран 7 числа у нас находится в Близнецах. И сама эта планета, она планета перемен, инноваций, причем таких резких где-то, временами совершенно ломающие какие-то для нас привычные шаблоны или сами по себе привычки. Мы думали, может быть, еще месяц тому назад, ну, как-то одним образом, да? Вот здесь мы можем тоже изменить мнение. Давайте узнаем, с чем это будет связано. У нас сегодня две колоды. И первая это у нас цыганский старинный пасьянс, а вторая колода у нас Таро, и мы раскроем более полно личная жизнь и любовь. Спасибо, что смотрите мои видео, откликаетесь в комментариях, а также участвуйте в вопросе во вкладке «Сообщество». Именно с этого вопроса я поняла, что личная жизнь, да, по крайней мере на этот период времени, для большинства из вас требует того, чтобы мы ее раскрыли по позициям. Поэтому у нас будет 3 позиции. Для тех, кто в паре, для тех, кто один или одна, и для тех, кто в сложных отношениях. И вот для вас финансы. Понятно, что это может быть само по себе получение денег. А для кого-то из вас это могут быть те вопросы, которые так или иначе увязаны с деньгами. Может быть, это и недвижимость, может быть, купля-продажа там имущества самого разного. Или это какие-то финансовые документы, финансовая отчетность. Но все то, что чем, наверное, будет ознаменовано, или, может быть, неожиданность даже какая-то, да, по части денег. Может быть, как вы будете зарабатывать, откуда к нам приходят деньги. Но вот есть какая-то финансовая тема, которая потребует вашего внимания. Или, может быть, и что-то меняется тоже. И по Урану это развитие цифровых технологий, новых, дальнейшее. Новые какие-то, возможно, как средства, электронные, да, системы расчета. Ну, самые разные, наверное. Тут мы все разные, и у каждого своя судьба. Я не вижу пока у нас совпадений, поэтому мы идем дальше. Сердце, любовь. Любовь, личная жизнь, взаимоотношения. Ну, наверное, как по Венере. Любовь и деньги. Это все то, за что отвечает планета Венера. И доброй энергии для нас, для всех. В июле месяце, если мы говорим о Венере, есть возможность и договориться, есть и помириться, но или услышать друг друга, уладить некоторые моменты. Вы знаете, вот вы очень ресурсны, мои дорогие козероги, но, видимо, есть те вопросы, мы можем это назвать и по Венере, может быть, и любовь, действительно, личная какая-то история, которая все-таки требует вашего внимания. Причем она, знаете, или пусть это даже вопросы финансов, когда выпадает корона, это символ власти. Поэтому это где-то говорит и о вашей ресурсности, как я сказала, но это могут быть еще и какие-то провластные структуры, это могут быть чиновники, организации, учреждения, куда вы идете подписывать документы или составлять какую-то важную бумагу, или что-то узнавать. Поэтому ресурсность ваша, но и еще и контакты вот с теми людьми, которые знают, как, может быть, разрулить вашу ситуацию, или иногда это свидетельствует высокого ранга узких специалистов, которые тоже имеют как рычаги влияния или что-то они могут сделать в рамках своих полномочий или дать вам консультацию, какой-то дельный совет. Но мы тут проясняем, причем перекладываем на какой-то фундамент или пусть это даже где-то материальную позицию, то, что мы хотим создать. Бумага тоже материальная, да, одно дело на уровне договоренностей каких-то слов, обещаний, а вот мы теперь от обещания переходим к делу. Вот что-то подобное у вас может быть и по личной жизни, так в целом подведем итог, ну и по части финансов тоже.
радость. Что-то вы, правда, сможете уладить, или у вас получится с кем-то договориться, если мы говорим о чиновниках или о людях, которые этой властью наделены. У кого-то из вас, мои дорогие козероги, это может быть дорога или буквально какое-то путешествие, может быть далекое, на расстоянии, но или много мелких каких-то, но скучать будет некогда, это точно. Сам по себе жизненный драйв, когда выпадает дорога, перемещений будет много. Ладно, что еще нам расскажут? Вот такая деловая активность с учетом короны вас как будто может ожидать в июле. Возможно, и новости какие-то неожиданные, да, вы предполагали, что дело можно обернуть одним образом, тут вы можете видеть, что, а нет, тут как-то вот и не так, или для этого потребуются еще дополнительные документы. Ну, к примеру, я говорю, чтобы решить вопрос. Вы думали за один заход к чиновнику, например, да, решить свою тему, задачу, а тут, понимаете, а нет, надо еще какой-то пакет документов собрать. Так ведь бывает очень часто. У вас выпадает, посмотрите, в одном квадрате сразу два значения. И первое значение – цепи. Цепи – это, по сути дела, ни о чем. Это никакой конкретики. Мои дорогие, эти цепи – сердечная тяжесть. Но есть какой-то вопрос, либо им не хочется заниматься, либо он вам уже надоел, вам и хочется с чем-то разобраться. Или когда вы можете сомневаться. Мы говорим «Уран», он меняет, ломает шаблоны, наши привычные взгляды. Поэтому оставляйте вот все какие-то свои такие глубокомысленные размышления, какую-то ненужную философию, словно за плечами, позади, в прошлом. Нам тут нужно перестроиться на какой-то новый лад, правда. И у вас может на кону быть именно, смотрите, история любви. Или какие-то отношения, которые лебедь, по лебедю это у нас верность, это искренность. Может быть, и искренние разговоры вам придется совершить с каким-то человеком и обозначить свои позиции. И здесь у каждого по-разному. Но я могу предположить, что у вас есть тот человек, кто к вам относится вот так же, искренне, по-доброму, потому что лебедь символизирует не только эмпатию, гармонию, а именно доверие. Доверие очень важное качество. К сожалению, не все мы можем похвастаться, что у нас есть и люди, которым мы, ну, так вот безоговорочно доверяем. Может быть, и где-то вы начинаете сомневаться в своем партнере и будете что-то прояснять. Я могу сказать тогда, если действительно, как, знаете, суждено свыше вот отношения, как судьба, вселенная, высшие силы складывают для вас что-то в красивый узор, то тогда, скорее всего, это следует продолжать, ну или, по крайней мере, как-то красиво договариваться, найти общий язык. Ну, где-то из-за вот этих цепей, ведь это может выражаться банально как сомнение, не разрушить какой-то союз. Ну, а если все же союз разрушен, если мы говорим, да, о любви, о личной жизни, все же мы все разные. Но тогда нужно сделать выводы и идти вперед, потому что когда лебедь выпадает, мои дорогие козероги, есть возможность отстроить более счастливую версию собственной жизни. Поэтому оставляем все-таки эти цепи, то, что нас держало где-то в прошлом. И пока я с вами говорю, я смотрю, что у нас еще совпало. И в нашем раскладе, цыганском пасьянсе, мы можем соединить крайние ряды по вертикали и по горизонтали. Я тоже проверяю, и у вас, мои дорогие, правда? Вот есть такая поговорка: с водой выплеснуть ребенка. Будьте внимательны. Мало того, что лебедь, так как еще и ангел. Есть какой-то доброжелатель, и в разных лицах это может быть. Может быть, это даже какое-то официальное лицо, которое вам искренне хочет помочь. Или, к примеру, юрист, адвокат. Или вам дают какой-то дельный совет. И причем это делает это искренне тоже. Не пытаясь вас там, ну, где-то или даже обмануть, да, или сказать вам какую-то неточную информацию. Правда, иногда мы попадаем на официальный прием к тем лицам, которые даже при нашем посещении кому-то звонят, перепроверяют, да, это так, или какие-то уже произошли изменения. Потому что очень часто какие-то положения есть, а к ним выходят подзаконные акты или какие-то приложения. И уже в сыром виде закон или вот этот приказ, он тоже часто видоизменяется. И может быть это как-то связано
и с личной жизнью, или с решением каких-то, ну, очень важных вопросов, вот как у этих специалистов, или на каком-то таком, знаете, нейтрально непредвзятом уровне. Ну, есть все-таки тот момент, когда вы обращаетесь к людям знающим, которые, как вот ноу-хау, этим владеют. Ну, если мы сами не юристы, даже вот банально возьмем такую ситуацию, да, мы ведь не знаем, как там работают все законы, мы даже не знаем, как эта кухня работает, не всегда, это правда. И вот пока я с вами говорила, перепроверила, я не вижу больше совпадений, поэтому мы идем вперед. Вам ничто не мешает, это правда. Получится у вас как минимум один вопрос для себя решить в положительную сторону. И даже если тема вопроса, она, ну, ее невозможно решить быстро, да, но тогда вы корона и радость, то вы как вступаете на тот путь, когда вы шаг за шагом приведете какое-то дело к нужному для вас знаменателю. Личная жизнь и любовь. И первая карта для тех, кто в паре. Каковы энергии? Давайте будем смотреть. Вторая карта для тех, кто один или одна. И третья карта для тех, кто в сложных отношениях. И так для тех, кто в паре. Девятка жезлов, ну не совсем карта контактов. Вот почему я говорила, да, по арканам, пасьянса, что вам нужно, ну, как-то не выплеснуть с водой ребенка, да, или не поторопиться, не основываться на своих предубеждениях. Вот, мои дорогие козероги, это правда. И я должна сказать, у нас сложное соединение вашей планеты, управитель Сатурн, с Нептуном. Так вот, Сатурн – это порядок, это четкость, это какие-то определенные рамки, границы. А Нептун – нет. Это мир внутренний, это мир ощущений. Это мир интуиции и никаких рамок, никаких шаблонов. И вот это соединение, оно может быть несколько дискомфортно. И с другой стороны, оно может влиять таким образом, когда мы в чем-то уверены, а мы заблуждаемся. Мы словно во власти иллюзий. Или мы видим несколько однобоко какую-то ситуацию. Вот и правда, проясняйте все. Или рассматривайте альтернативные варианты. Потому что тут себя как будто не обособить, не заключить, вот словно за, пусть невидимый, но забор, когда у нас что-то не получилось, или, может быть, были тяжелые разочарования, и остались сомнения. Неважно, в какой сфере жизни. Вот вас это сковывать не должно. Ваша задача рассмотреть альтернативные варианты. И вот наш человек по девятке жезлов, он выходит из-за этого забора, аккуратно раздвигая прутья. Да, он делает первый шаг. Поэтому вот у кого-то в паре есть, может быть, какая-то тема, по которой вы не можете договориться. Может быть, с одной стороны, есть возможность примириться, как я говорила, лебедь, да? Если действительно отношения стоят того, чтобы сохранять, вы можете через откровенные разговоры лучше понять друг друга. Ну, а если уже, увы, де-факто нет взаимопонимания, значит, тоже, мои дорогие козероги, какие-то аккуратные действия. Но вот не получается тут как-то с наскока. Есть какое-то хитросплетение. Может быть, поэтому вам цепи выпадают. Вы словно не знаете, как подступиться к какой-то теме или решению вопроса. С одной стороны, по девятке жезлов у нас всегда есть то, что мы оставляем позади. И карта нам говорит: Козерог, ты сделал все, что мог. Поэтому, вот, к примеру, да, есть такое, как угрызение совести. И вы, с учетом вашего Сатурна, вы можете сомневаться, а правильно я поступаю или нет. Вы, может быть, имеете какую-то такую затянувшуюся ситуацию, которая уже близка к тому, что она вас разрушает. А вы продолжаете думать: а может быть, это я некрасиво поступаю. Опять же, вот эти самые цепи, которые вам выпадали. А на самом деле это не имеет никакого отношения к вашему изобилию, процветанию, к вашему счастью, к вашему душевному спокойствию, мои дорогие. И тогда девятка жезлов будет говорить: ты, Козерог, действительно сделал все, что мог. Оставь это. И так ведь тоже бывает, когда мы тянем из последних сил какую-то замшелую старую ситуацию, и мы многократно уже натыкались на какие-то барьеры. Барьеры, которые мы не можем преодолеть. Почему? Нам словно судьба закрывает путь.
Или человек в последний момент, может быть, не раз уже изменяет свое мнение, и вроде бы и есть договоренности, и в последний момент он все переигрывает, поступает по-своему. Мы так или иначе приходим, ну, может быть, методом многократных попыток к тому, что на самом деле мне тяжело, сложновато с таким человеком, потому что, ну, как-то мне совершенно непредсказуемо. Мне хочется хоть в одной сфере жизни больше понимания или хотя бы той самой предсказуемости. Мне надоело жить как на пороховой бочке. Вы знаете, тут вот девятка жезлов, неоднозначная карта. Ну, наверное, как и мы. Хоть и отношения в паре, да, вот поподробнее смотрим на тему любви и личной жизни. Но, тем не менее, эта карта нам говорит, а ведь все разные. И у каждого свой вот выход из этого невидимого забора или периода ограничений. У кого-то это шаг навстречу друг другу, а у кого-то это путь к самому себе. Потому что вы долгое время что-то, ну вот как себя самого оставляли на потом. И вот теперь ваше время, ну как выхода на авансцену. Но примите во внимание, повторяю, что соединение Сатурна и Нептуна может вам давать ложные иллюзии, в которых вы можете быть уверены. Поэтому перепроверяйте. Нет, это не есть ненужная философия. Это просто нужно для себя осознать, куда же я иду, вот чего я хочу. В конечном итоге, какое качество жизни я хочу получить. И рассматривайте конкретные альтернативные варианты, которые могут быть у вас в вашей, опять же, реальной жизни. Здесь не о додумывании каком-то идет речь. Вот такая карта. Давайте посмотрим для тех, кто один или одна. Ну, если мы говорим встречи новые, если вот нет знакомства, да, или не было возможности познакомиться по нулевому аркану, да. Тут вы можете познакомиться или даже встретить человека с учетом даже карт пасьянса. Пойдете решать какой-то вопрос или тему, может быть, в учреждение. Так тоже бывает. Мы знакомимся иногда даже в коридорах, да, или, заходя в кабинет, мы тоже с кем-то пересекаемся, и словно, ух ты, а я тебя знаю, да. Иногда и так возобновляется какая-то для начала, пусть даже дружба или какие-то контакты. И иногда это продолжается. На самом деле, любовь идет как и под разными флагами, так и все возрасты покорны, неважно вам сколько лет. Кстати, по этой карте вы можете познакомиться в путешествии, в дороге, где-то даже в транспорте. Или, может быть, свое авто на заправку подъезжая, где-то там тоже может создаться знакомство, потому что по нулевому аркану идут перемещения, путешествия, какие-то пути и дороги тоже, поэтому будьте открыты миру. Но себя нужно обезопасить, то есть куда-то мы не торопимся, не спешим с места в карьер. Для кого-то из вас, для тех, кто сейчас один или одна, но есть, может быть, какие-то взаимоотношения. Ведь иногда так бывает. Смотрим вроде бы на разные категории людей, правда? А у кого-то такая сложная история, когда сам не понимает человек. Не то и в паре, не то и один, потому что тоже какие-то сложности, какие-то качели. Они даже не дают возможности вам определиться, вообще, что есть моя личная жизнь. И у кого-то это будет перемежаться. Нулевой аркан, девятый, девятка жезлов, точнее, когда вы выходите из периода ограничений, понимаете, что нет, я уже действительно сделала все, что мог, или сделала, но я хочу быть счастливым. Но будьте внимательны, все-таки нулевой аркан всегда призывает к вниманию. И рано выносить вердикты. Особенно по части, может быть, новых знакомств. Дайте ситуации развиться своим чередом. Третья позиция. Ну вот все три карты говорят о том, что мы, ну, куда-то не спешим. И мы себя не пришпориваем. Семерка пентаклей говорит о том, что, с одной стороны, какая-то ситуация, если это сложная, она уже настолько затянулась, что набила оскомину. Вам что-то надоело явно. Вам хочется больше ясности, больше понимания и вообще разобраться в каком-то вопросе. Явно, если и есть какая-то затянувшаяся история или история сложных отношений, мои дорогие козероги, вы ведь люди очень такие организованные сами. Вы до последнего будете верить в человека. Вы будете, с одной стороны, поскольку вы сильные, да, и вот эта сила вам дает
ну, некоторый приоритет думать, что я могу все исправить. Но, к сожалению, так не всегда в жизни бывает, потому что, ну, как вы можете исправить человека? Вы ему не поменяете ход мыслей. Он сам какую-то свою карму проходит, и он должен, видимо, ну, пройти еще какой-то путь, чтобы, может быть, сравнить или понимать, как он в чем-то был неправ. Все-таки, если мы говорим карма, иногда мы делаем работу над ошибками, правда? И вы тоже, может быть, такое вполне. Будьте внимательны. Мы иногда из лучших побуждений стараемся людям помочь. Мы желаем им добра. Самым разным людям, да, но мы говорим вот про личную жизнь. Это могут быть родственники, это могут быть друзья или какая-то личная любовная история, когда вы до бесконечности кому-то помогаете, но отклика, самое главное, нет. И все равно наступает точка невозврата. Доколе мы у себя спрашиваем, я буду вкладываться, да? Так вот, не нарушайте карму чужую, не участвуйте в чужой карме. Вот я могу такое предположить. Почему-то нулевой аркан, ведь он не случайно выпал, пусть для тех, кто один или одна, но как новая точка отсчета, потому что что-то уже завершается. Может быть, оно еще с точкой не завершилось, но я могу смело сказать, какая-то минусовая ситуация, мои дорогие козероги, она подходит к концу. Поэтому очень важно, не берите, как я уже сказала, чужую карму, потому что, может быть, снова и снова, словно судьба, высшие силы, хотят, чтобы конкретный человек, имеется в виду не вы, хотя, может быть, это и с вами, конечно, напрямую связано. Человек должен пройти, ну, вот именно свой путь и научиться выкарабкиваться, может быть, из каких-то проблем, из каких-то ситуаций. А вы, может быть, и отчасти своей помощью, словно сбиваете звездные, небесные настройки вот этой небесной канцелярии. Поэтому будьте внимательны. Будь внимателен, кому помогаешь. Особенно это как раз по Хирону, символ израненного целителя. И он у нас сейчас в Овне. И вот эта священная рана, о которой мы не расскажем никому, то, что идет по Хирону, она требует в первую очередь вашего выздоровления. Давайте уточним. Сложные отношения. Колесо фортуны. Вот, наверное, все то, что я сказала, я больше даже доставать карт не буду, потому что у вас, по крайней мере, я так думаю, что для тех, у кого все в паре определено, вам даже пассианс уже сказал, что, ну, есть вот какие-то отношения доверительные, теплые и дружеские, и любовь искренняя, что следует продолжать. Но у другой части козерогов какая-то запутанная ситуация, потому что все три карты действительно говорят, я как будто сам не понимаю, что это у меня, один, одна, или, может быть, мы вместе, мы в паре, или отношения такие, то мы в паре, то какая-то обособленность. Но, тем не менее, сама судьба, колесо фортуны, у вас сейчас где-то и фортуна, высшие силы вам помогают, чтобы вы, мои дорогие козероги, были счастливы. И мы об этом, в общем-то, говорили. Сейчас как звезды на вашей стороне. Но есть какая-то тема, которая обязательно вами должна быть решена. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые козероги. Я надеюсь, наш прогноз, расклад был вам полезен. Буду благодарна вашим комментариям, потому что, ну вот правда, на личную жизнь несколько неожиданно. Спасибо, что смотрите мои видео. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.